Они говорят, что это спутники. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нет. Не так давно, а именно 31 января 2020 года, произошло одно очень интересное событие. Причем это событие не освещалось практически нигде. Его не показывали по телевизору, о нем не писали в газетах, ну почти. А те, кто писали, писали всякую хрень. А что же именно произошло? Ну, я думаю, вы и так уже поняли из заголовка этого видео, о чем будет речь. И нет, друзья, это не кликбейт. Все так и было. Об этом поведал мой друг из Аргентины, который это видел своими глазами. И это видел не только он один, это видели многие другие люди. Но почему-то об этом никто не говорит. Что же произошло? Ну и вот, собственно говоря, что пишут официальные издания. Те немногие, которые вообще хоть что-то написали. Необычный феномен был замечен в небе над Мар-де-Плата. И вот она, собственно говоря, на экране у вас фоточка. То есть вы видите, да, что тут вообще происходит? Собственно говоря, я просто вам хотел показать реальный снимок. А посмотрим мы сейчас видео как раз моего друга, который сам реально это наблюдал и тоже задался вопросом. А почему же никто об этом не говорит и что, собственно говоря, от нас скрывают? Давайте посмотрим. В общем, знакомьтесь, канал Иммигрант. Кому интересно, заходите, смотрите, там много интересного. Ну а сейчас, собственно говоря, давайте посмотрим, что он на эту тему говорит, а потом сами разберем те немногие источники, что у нас есть. Всем доброго времени суток. Томить никого не буду. Расскажу то, что произошло у нас 31 января 2020. Над Аргентиной, ну по крайней мере мы наблюдали это, как пролетала целая армада инопланетян. Хотите верьте, хотите нет. Ну даже сам до сих пор как говорю и как бы и верить-то не верю, но видеть-то видел, а глаза-то не обманешь. И получается так, что большинство аргентинцев видело так, как над нами пролетала целая армада инопланетян. Как это произошло, я вам сейчас расскажу. Но перед этим хочу выставить сюда страницу, на котором это все вышло. И как система к этому всему относится. Они преподнесли, типа это пролетали спутники. Как бы я тоже все понимаю, спутники. Я сам их наблюдал, честное слово. Но когда вы все это прочитаете, увидите, вы, надеюсь, поймете, что это никакие нахрен не спутники. Это просто преподнесли так, как они хотели. И чтобы люди не парились. Но то, что над Аргентиной пролетела целая армада инопланетян, я вам могу сказать, очень многих людей оставило в большом шоке. Хотя я вам честно признаюсь, я как-то к инопланетянам до пятницы относился скептически, как бы. Это было так. В один момент ты увидел на небе сигару, да? Многие говорили, вот сигара. Вот это было как сигара. Только заканчивалась и начиналась эта сигара как ручка с наконечниками с такими, да? И это все состояло из маленьких звездочек. То бишь это не один какой-то объект. Это именно были звездочки. И они создавали эту форму. И эта форма двигалась. Да, ее никто не запечатлел. Запечатлели потом, вы увидите там фотографии уже после. После этой сигары пошли звенья, где-то из 15 звездочек, и пошла одно звено, потом пошло второе звено, потом пошло третье звено, потом четвертое, и так около 70. 70 это опять же они посчитали, никто, приблизительное количество. 70, вы слышите это слово? Да, я вот вам сейчас рассказываю, вспоминаю этот момент и понимаю, что это, я даже не знаю, как сказать. Я даже не знаю, как это сказать. Потому что такое то, что когда вы увидите своими глазами, вы скажете, вау, такого как бы не бывает. Я как бы сейчас на все начал смотреть по-другому и как бы, я не знаю. Вот вы почитаете. Я просто понимаю, из-за чего я сделал вообще это видео. Просто до вас эта информация никогда не дойдет. Она здесь-то не вышла, вы поймите, в телевизорах. Она вышла вот в газетке, в Кларине. И то, как я понимаю, от этого количества людей, которые это все наблюдало, ты не можешь это скрыть или как-то убрать. Да, по телевизору я не видел ни одной новости об этом, признаюсь честно. Молчат. С какой-то целью они молчат. Ну да, как ты признаешься, что в небе летела целая армада инопланетян? Или я не знаю, как их там назвать, что это там такое летело. Но этот феномен, они его так и назвали, феномен. Это что-то с чем-то. Хотите верьте, хотите нет. Но очень много людей в Аргентине это
феномен наблюдали. И очень многие поменяли свое мнение после этого, потому что после увиденного, хочешь нет, и поменяешь мнение. Ну и как вам такое, а? И ведь человек видел это своими глазами. Своими глазами. И никто ничего об этом не говорит. Почему? Значит, есть чего скрывать-то. Но мы, друзья, живем в интересное время. Мы живем в такое время, когда полностью что-то скрыть уже не получается. Развитие технологий дошло до такой степени, что у каждого есть камера, у каждого есть мобильный телефон, и каждый может в любое время просто взять и любую непонятную вещь просто зафиксировать. И уже не получится, как раньше, сказать, что это просто вам показалось и ничего на самом деле не было. Потому что есть фото, есть видео, и это и не единичный случай. Ведь много таких случаев происходит, и в последние годы все больше их попадает в интернет. Их видят люди. Так что если кому интересна полная версия этого видео, то заходите на канал Эмигрант. Ссылка будет в описании под этим видео. И сами смотрите и решайте для себя. Ну и давайте, собственно говоря, почитаем, что пишут официальные источники. 21 тысяча жителей Мар-де-Плата и туристов были удивлены, когда увидели в небе Мар-де-Плата летящие огоньки. И это заинтересовало всех. Люди стали спрашивать, что же это было. И первый ответ был опубликован в социальных сетях. Объяснили это, собственно говоря, тем, что это был запуск спутников Starlink, который произошел в начале января. В начале января, мать вашу. То есть в начале января их запустили, а значит 31-го они только полетели, да еще и вот такой вот стройной колонной. Вам не кажется это странным? То есть уже не стыков. Кроме того, этот же феномен видели и люди в других частях страны, такие как Кордоба, Сан-Хуан, Мендоза и Буэнос-Айрес. Это столица Аргентины, если кто не знает. Там тоже сообщали о подобном феномене. А вот, кстати, есть и еще фоточки. Это у нас с Твиттера. Давайте посмотрим. Вот, смотрите, вот какие нахрен спутники. Это вообще, какие спутники? Если это так хорошо видно в небе, то это должны быть довольно крупные объекты, друзья. Это не просто спутники, которые, сука, размером, не знаю, может быть 3 на 3 метра или сколько они там. А вот эти, которые образуют сеть Starlink, они, по-моему, еще меньше, я точно не помню, но они явно не вот таких размеров, как на вот этом фото. Что у нас на следующем? Вот, пожалуйста, с другого ракурса. Та же самая колонна из отдельных объектов. Причем видно, что есть какое-то ядро и есть впереди летящие объекты. И еще такие же отдельно летящие объекты в середине и в конце. То есть это очень-очень подозрительно смахивает на реально конвой кораблей. Следующее фото. Ну здесь уже, конечно, качество похуже, но все равно видно, что это 100% никакие не спутники. Ну и на десерт еще одно фото. Тут уже все понятно, такое мы уже видели. Но в принципе, я думаю, вы уже сами все поняли. Естественно, все ссылки на эти ресурсы будут в описании под видео. Так что если вы хотите узнать об этом больше, то заходите и изучайте. Ну, правда, придется воспользоваться переводчиком. Но я думаю, в наше время любой умеет пользоваться переводчиком. Вот, пожалуйста, что пишут. И они говорят, что это спутники. То есть люди уже сами они уже понимают, что их, наебывают. Просто пытаются взять и наебать. Ну и не обошлось, конечно, без тех, что упорно утверждают, что это все-таки спутники SpaceX, что это Илон Маск. Ну, я думаю, тут и так все понятно. Ладно, не буду вас парить комментариями. Кто захочет, заходите сами, читайте, изучайте и делайте для себя выводы. А мы продолжаем. Значит, они говорят, что это спутники. Какие нахрен спутники? Вы посмотрите вот на это. Спутники так не летают, их так не запускают. Это все бред вообще. Зато они упорно пишут, что это были... в такое поверит только дебил. Спутники, как я уже говорил, так не летают. Их невозможно так запустить. Да это тупо противоречит любой логике. А на что это больше похоже? Я вам скажу, на что это больше похоже. Это больше похоже на какой-нибудь караван из кораблей, который просто мимо пролетал. А может и не мимо пролетал. Вы же об этом не узнаете, потому что никто об этом не скажет. А вот люди видели, они просто сами видели вот это. Вот у нас вторая страничка. Здесь уже есть какое-то видео. Ну и давайте посмотрим, что тут они. Вот, пожалуйста, смотрите. Смотрите. Вот это уже видео.
Видео, которые люди сами сняли. Какие спутники? Вы серьезно? Рассказывайте свои сказки кому-нибудь другому. Любой адекватный человек, как только на это посмотрит, он сразу поймет, что это никакие не спутники. А я вот реально думаю, что это может быть какой-нибудь караван из кораблей. Не наших кораблей явно, у нас таких нету. У нас космических кораблей вообще почти никаких нету. Так что тут можно с уверенностью говорить, что они уже здесь. Но почему-то об этом никто не говорит. А вот почему, это уже другой вопрос. И то, что нам пытаются сказать, что это Илон Маск запустил спутники системы Starlink, то это же дебилизм. А если вам нравится, как я говорю на подобные темы, и вы хотите видеть больше подобного контента на моем канале, то обязательно поддержите это видео лайками, репостами и комментариями, чтобы я знал, что такой контент вам зашел и вы хотите еще. Ведь еще очень много загадочных и непознанных вещей, о которых не говорят. Ну а с вами был V92. Всем удачи. Пока.